Все мы любим курицу, но иногда привычные, обычные рецепты немного надоедают нам и хочется чего-то новенького из нашей любимой курочки. И сегодня я с вами поделюсь 3 простыми, вкусными и, конечно же, разными рецептами, которые обязательно внесут разнообразие в ваше меню. Меня зовут Мария Мироневич. Начинаем готовить! Нам понадобится 2 столовые ложки соевого соуса, щедрая столовая ложка томатной пасты. Еще нам понадобится чайная ложка меда, красиво, правда? Обожаю, как тянется мед. Столовую ложку горчицы, у меня горчица зернистая, острая, вы можете использовать любую, которая есть у вас. Чайную ложку приправы карри, очень красиво. И чайную ложку паприки. Теперь все эти самые простые и доступные ингредиенты наша задача превратить во вкусный и ароматный соус. Соус почти готов, остается добавить немного перчика, у меня смесь перцев и совсем немного соли. У меня килограмм куриных крылышек. Я вооружилась кисточкой и беру с помощью кисточки, наношу соус на наши, не на наши, конечно, на куриные крылья. Таким образом поступаю со всем килограммом. В форму для запекания я уже добавила чайную ложку масла обычного растительного и распределяю с помощью кисточки по всей поверхности формы. Все это происходит очень быстро. Теперь крылышки вот в таком красивом, сочном, невероятно ароматном маринаде сразу перекладываю в форму для запекания. Делаем все еще вкуснее. Я посыпаю зернами кунжута. Будет с таким восточным акцентом. Ну и вообще все любят запеченную корочку и кунжут. А теперь наши аппетитные крылышки оставляем мариноваться прямо в форме для запекания, пока нагревается духовка. Наша духовка разогрелась, отправляем крылышки запекаться. 40 минут прошло, посмотрите, какую красоту мы достали из духовки. Благодаря кунжуту крылышки выглядят очень нарядными. Крылышки очень удобно доставать щипцами, вооружаясь ими и переносим наш замечательный, красивый, невероятно ароматный и очень вкусный ужин из обычной курицы, из обычных крылышек, которые всегда у меня лежат в морозилке для того, чтобы вдруг придут гости и за 40 минут вот такая красота будет готова. Приятного аппетита! Сейчас мы с вами приготовим настоящее овощное чудо, и для этого нам понадобится, конечно же, овощи. 200 грамм белокочанной капусты тонко шинкую. В сковороду вок, у которой узкое дно, отправляю капусту в очень хорошо разогретое масло. После того, как масло разогрелось, готовим на огне чуть выше среднего. Еще нам понадобится одна красивая морковка. Я ее разрезаю на 3 части. Нарезаю на пластинки. Затем морковку нарезаем на тонкую соломку. Мы с вами готовим по технологии стир-фрай. Не забывайте помешивать капусту для того, чтобы она не пригорела. Добавляю морковную соломку и не забываю перемешать. Для того, чтобы наше овощное чудо получилось ярким, я взяла одну красную и одну белую луковицу, шинкую тонкими полукольцами. Отправляем наши полукольца лука в нашу сковороду и хорошенько, интенсивно все перемешиваем. Смотрите, капустка уже и морковка отлично подрумянились. Я взяла один желтенький и один красненький сладкий перец. Теперь шинкую тонкими полукольцами. Ароматы просто невероятные. Делаем все еще вкуснее. Отправляем сладкий перец, 100 граммов замороженной кукурузы, 100 граммов зеленого горошка и 100 граммов стручковой фасоли. Я прибавила огонь до самого максимального и при постоянном помешивании буду готовить овощи 2 минуты на самом большом огне. Филе куриное нарезала крупными кусочками и килограмм филе отправляю в наше овощное чудо. Просто супер красоту. И это еще не все. Теперь поливаю 2 столовыми ложками соевого соуса. Огонь я убавила до среднего. Наша задача смешать овощи и куриное филе. Это делается все очень просто и быстро. Накрываю крышкой и оставляю до готовности курицы на 7-10 минут. 7 минут прошло, курочка готова. Самое время посмотреть, что же у нас с вами получилось. Вооружаюсь большой ложкой. Курочка невероятно сочная, с очень вкусным, полезным овощным гарниром. По желанию вы можете добавить еще какой-то гарнир, но с овощами очень вкусно и красиво, согласитесь.
Просто красота и вкуснота. За это мы и любим курицу, что она готовится быстро и просто. Добавим еще немного кунжута и получится совсем красиво и нарядно. Приятного аппетита! Для следующего супер простого и супер вкусного рецепта нам понадобится килограмм куриных бедрышек. Посыпаем моим любимым карри. Еще добавляю базилик, а вы добавляете те приправы, которые нравятся вам. И еще немного любимого орегано. Привычные всем нам перец и немного присаливаю. Вы, кстати, можете замариновать курочку заранее. Теперь я с помощью лопатки все это дело перемешиваю и убираю в сторону. Мы займемся следующими этапами. Еще я взяла 4 крупных картофелины общим весом килограмм. Нарезаю на четвертинки и затем нарезаю вот таким достаточно крупным кубиком. Кубики картофеля отправляем к нашей курочке. 400 граммов шампиньонов. Обратите внимание, я взяла средние для того, чтобы их не нарезать. Будет очень красиво, аромат просто невероятный. Наливаю в миску 2 столовые ложки обычного растительного масла. У меня подсолнечное. Наша задача, я вооружилась большой ложкой, все хорошенечко перемешать, чтобы масло обволокло и грибы, и картофель. Духовку я уже включила на разогрев. И теперь отправляю наши овощи с грибами и курицей в пакет для запекания. Казалось бы, просто курица с картошкой, но целые шампиньончики придают этому блюду восхитительный вкус и невероятно притягательный аромат. Теперь закрываем наш волшебный мешочек. Не забываем в 2-3 местах проткнуть пакетик зубочисткой и отправляем в духовку, разогретую до 180 градусов. 45 минут прошло, посмотрите, какая красота у нас получилась. Остается открыть наш мешочек, отрезаем ему верхушку аккуратно, чтобы не обжечься паром, раскрываем. И вот она, наша румяная картошечка, запеченные грибочки, то, что нужно для отличного ужина. Картофель получается просто нежнейший, посмотрите, он сочный, готовый, золотой, просто посмотрите, не забывайте добавлять карри к курице, это просто вкусно и ароматно, и еще придает вот такой красивый цвет нашему ужину. И кусочек курочки, вот полноценное блюдо, которое готовится моментально, быстро и вкусно. Приятного вам аппетита! Это одни из моих самых любимых рецептов с курицей. Они получаются всегда просто идеально. Обязательно их попробуйте. И я хочу сказать вам огромное спасибо за то, что вы в комментариях пишете ваши отзывы, рассказываете о том, как вы приготовили, что вам понравилось. Огромное вам спасибо. И если вам нравится наше видео, поставьте, пожалуйста, лайк, оцените нашу работу, подписывайтесь на канал. Впереди много вкусных, классных видео. С вами была Мария Мироневич. Я желаю всем любви и добра.